Здравствуйте! Это канал «Когда болеет близкий», дневник мамы. Я Екатерина Варади, создатель и ведущая этого канала. Сегодня я хотела бы рассказать вам о биопсии и о тех уроках, которые мы извлекли, когда сдавали моему сыну первую в жизни его биопсию. Я бы сказала, даже вот я по-модному сформулировала, что о тех 6 вещах, которых мы тогда не знали, если бы мы их тогда знали, то мы бы сэкономили себе огромное количество нервов, времени и вполне может быть, что ускорили бы постановку диагноза. И вообще вполне может быть, что все произошло бы в нашей жизни совсем не так. Итак, мы остановились на том, что Ване МРТ показала большое образование в крестцовой области. Причем образование настолько крупное, что оно покрывало крестец с обеих сторон, с передней и задней. Именно это вызывало у него боль, не давало ему лежать на спине и его мучило периодически, не всегда. И мы после того, как это определили, по записям МРТ невозможно было определить, злокачественное это, доброкачественное или что. В любом случае, в таких вещах тебя отправляют на биопсию. Сама по себе процедура, вот сам факт, что тебе надо идти на биопсию, это очень страшно. То есть ты туда идешь, в любом случае нет хорошей жизни, ты туда идешь в очень напряженном состоянии. И когда ты знаешь, что у тебя грядет эта процедура, особенно когда она касается твоего ребенка, то ты хочешь сделать это как можно скорее. Именно поэтому мы по рекомендации врача нашего, который, собственно, помогал нам с МРТ и вот вообще в Ваниной судьбе сыграл очень важную роль, он порекомендовал нам Иштангеди клиника, это частная клиника в Будапеште, в 12-м районе, потому что у него самого, у доктора, была подозрительная какая-то опухоль где-то, я уже абсолютно неважно где. В общем, он ходил туда, потому что в этой клинике работает один из лучших патологов Венгрии. Он берет эти биопсии. Ну, нужно сказать, как это устроено в Венгрии. В Венгрии, как правило, хорошие врачи никогда не работают только в частном секторе. Всегда врачи остаются работать в клинике и подрабатывают определенное количество времени в частной клинике. Потому что в частных клиниках здесь у нас нет таких центров, которые дали бы врачу необходимый опыт, и поэтому они предпочитают оставаться на государственной службе, потому что там действительно они получают опыт совершенно бесценный, огромное количество пациентов, самых разных. Но вот конкретно этот патолог, про которого все знают, что он был хорош в своем деле, действительно очень важно, когда тебе делают биопсию, как ее сделают и как ее оценят, мы пошли туда. Мы в общем и целом не пожалели, потому что практически мы получили время через день после того, как я позвонила. Вот я позвонила в пятницу, в понедельник мы пошли на биопсию. Стоила она, сейчас я уже не помню сколько, и, собственно, нет смысла говорить цену, недешево, однозначно, потому что нам хотели взять цитологию, это анализ жидкости, потому что было непонятно, что у Вани в этой опухоли есть жидкость или жидкости нет. Должны взять цитологию и биопсию, собственно, образец тканей, потому что цитология – это образец жидкости, а биопсия – это образец тканей. Что-то, мне кажется, вот если я не ошибаюсь, все вместе стоило 130 тысяч форинтов, извините, это где-то, наверное, 400 евро. И обещали нам результат в течение 7 дней, что нас очень устраивало, потому что, как вы понимаете, в этот момент, когда ты ожидаешь результата биопсии, ну, сказать, что это тяжело, это ничего не сказать. То есть ты чувствуешь, что у тебя желудок поднимается где-то к горлу, и ты в таком состоянии живешь непрерывно. То есть ни днем, ни ночью тебя это не отпускает, потому что ты понимаешь, что у него в спине нашли неизвестно что, от чего все глаза выпучили и сказали, что это все злокачественное. То есть уже базовая информация работает в тебе. Тут тебе делают биопсию, ты, значит, ждешь. И, собственно говоря, наш первый урок, которые мы извлекли, то есть нам бы было намного легче, если бы нам кто-то об этом сказал. Мы ждали результата биопсии 19 или 20 дней. И вы понимаете, это агония, которая продолжалась не 9,
а 19 дней. Это больше, чем в 2 раза больше. Это было очень мучительно. И если бы нам хоть кто-то сказал, что, ребята, такое может быть, причем в принципе, когда вы ждете долго результата, то больше надежды. Почему? Потому что, оказывается, это совершенно нормально, когда результат не приходит сразу. Потому что бывают... Онкология – это очень сложная наука. Там очень много клеток, разных возбудителей и прочего, на которые делаются биохимические анализы. И далеко не всегда все однозначно сразу. То есть идеальный случай, когда они укладываются в 7 дней, он может быть либо, что у тебя вообще все хорошо, что вряд ли, потому что там что-то уже нашли, да, либо все очень плохо, то есть злокачественную опухоль определяют сразу по огромному количеству раковых клеток. Вот тогда у тебя, тебе в этих двух случаях результат биопсии придет быстро. Во всех остальных случаях, когда результат не положительный, не отрицательный, то есть мы не знаем еще точно, они делают дополнительные опыты. И это делается до того момента, как устает материал, как выражаются врачи, то есть когда ткани, которые взяли в биопсии, они становятся уже непригодными для изготовления вот этого анализа. Я могу сказать вам, что, забегая вперед, что Ване предстояло еще сделать несколько биопсий, и ни одна из них, даже сделанная в Германии с применением самых передовых техник, результаты ни одной из них не приходили раньше, чем через 3 недели, месяц, иногда даже 1,5. Поэтому если готовьте себя к тому, что это может произойти, и к тому, что не факт, что это обязательно будет плохо. Почему мы не пошли по пути государственному? Потому что, конечно, в Венгрии есть международно сертифицированный онкологический центр, который признается сообществом, соответственно, там есть определенные протоколы и лекарства, и процедуры, которые предписано иметь онкологическому центру. Но в этом случае мне нужно было сначала получить направление к онкологу, потом онколог должен был бы мне выписать направление в онкологический центр, и там бы я ждала биопсии. Насколько я знаю по опыту моих знакомых, это долго. То есть это никак не уложится ни в 1 неделю, ни в 2, ни в 3. То есть с этим страхом мне бы пришлось еще до биопсии прожить очень долгое время. А тут в пятницу позвонила, в понедельник мы на биопсию пошли. Вот. И когда мы потом я расскажу о самом процессе биопсии, но сейчас как бы мы идем по такому административному, да, пути по объяснению, что там происходит. Когда мы получили результат биопсии, ну, знаете, когда я открывала файл, у меня вот так вот тряслись руки, и я читаю много-много непонятных слов, там то какие-то там перечисления латинских всяких обозначений костей, мышц и так далее. Но я сразу понимаю, что обычно всегда диагноз станется в конце. И смотрю диагноз: опухоль мягких тканей неизвестного происхождения. И во время биопсии вот врач-патолог, вот этот известный доктор Погань, Петр, по-моему, я не уверена, он мне говорит: вы знаете, это вообще-то не очень похоже на злокачественную, это, вероятнее всего, не злокачественная опухоль, которая вдоль мышцы, тоже, говорит, неприятная штука, но ее можно удалить, и, в общем, там все нормально. Вот как-то мне кажется, что там не должно быть ничего плохого. Ну, мне немножко некоторое облегчение возникло, но все равно цитологию они взять не смогли, взяли только ткань, соответственно, цитологический анализ вообще ничего не дал, и тоже, кстати, пришел через 3 недели. Поэтому что мы можем сказать, кроме того, что вот мы были у хорошего патолога в Иштангейде клиника, что, в принципе, доброжелательное обращение, все однозначно, позвонили, дали нам время, пришли, все хорошо. Ничего плохого не могу сказать, кроме еще одного момента. Когда мы получили заключение, там было написано, что образцы тканей и результаты исследований были отправлены в комиссию при онкоцентре Венгрии. И, честно вам сказать, я была абсолютно уверена в том, что нас известят о результатах, если эти результаты окажутся негативными или позитивными. То есть позитивными, то есть о любом результате нам должны сказать. Ну, безусловно, чаще всего сообщают, когда результат плохой.
И мы какое-то время прождали, и к нам никакого результата не пришло. Нужно сказать, что мы были правы, нам должны были прислать результат. Но и причем результат должен был нам прийти любой, неважно, плохой, хороший, непонятный, мы в любом случае должны были получить ответ. Мы этого ответа не получили. И для нас это означало, вот знаете, как для клиники означает одно, для нас это означало другое. Мы люди, совершенно незнакомые с этим миром, мы пришли туда с проблемой в первый раз. Мы были уверены, что раз нам онкоцентр не перезвонил, или раз нам не перезвонила клиника и не сообщила о результате, то это значит, что у нас ничего страшного нет. И мы продолжили лечиться дополнительным методом, то есть альтернативным методом, о котором я вам говорила. То есть мы продолжали лечиться гомеопатией. И Ване действительно становилось легче. То есть у него сопутствующие симптомы пропали. То есть трудностей со стулом у него стало меньше, трудность с мочеиспусканием тоже. И боль у него иногда была, иногда ее совсем не было. Он продолжал учиться, да, он продолжал учиться, были у него периодически эти приступы слабости, но мы надеемся, как-то вот он, когда стал пить гомеопатию, уже по результатам, в том числе МРТ, ему стало становиться легче, начало становиться легче. И вот это второй урок, который мы извлекли, и, в общем-то, вторая ошибка, которую мы по неведению совершили, это то, что мы ожидали, что нам вышлют, и мы пустили это дело на самотек. Я вот, знаете, себе записала тут, чтобы эти 6 уроков, которые я посчитала на пальцах, не забыть. Вот здесь нужно было обязательно настаивать, нужно было звонить в эту Иштангеди-клинику, нужно было звонить врачу, нужно было звонить в онкоцентр, делать что угодно, но не ждать этого результата. Честно вам сказать, что в нашем случае я не думаю, что это сыграло какую-то отрицательную роль, потому что как шло течение болезни у Вани, и в каком месте у него была опухоль, там было понятно, что плюс-минус неделя, 2 недели, даже полгода ничего не решит. Это мы потом стали, то есть я уже знаю, что происходило потом, я могу сказать, что то, что мы не обратились в онкоцентр сразу, особой роли не сыграло. Мы просто прожили еще дольше, на там, 1,5 года, на 2 года его жизни. Вот. Но случаи бывают разные, поэтому не ждите у моря погоды. Если вы увидели, что куда-то сдали ваш документ, не слезайте с врача. Потому что когда пришло время, я уже захожу в будущее, и нас уже стали класть в больницу, наши знакомые, мой знакомый врач, прочитав, он тоже онколог, ну, правда, другого профиля, по другим опухолям, он прочитал это заключение, говорит, а где заключение онкоцентра? Я говорю, нам ничего не пришло, мы поэтому успокоились. Он говорит, нет, прийти должно было, нужно прийти, этот отчет должен был обязательно. Звоните, потому что я говорю, ну, давайте я пойду в онкоцентр. Он говорит, нет, в онкоцентр идти не надо, потому что вы придете типа на деревню к дедушке. Вы звоните в Иштангеди-клинику и выясняете, что происходило там. И в результате мне Иштангеди-клиника дала телефон врача, врач не брал трубку, я пошла к нему просто в очередной понедельник, когда он принимал, или там в среду, неважно, сказала, здравствуйте, вот мы такие, он нас вспомнил тут же, потому что у Ваньки была очень необычная опухоль, все там типа, о, мы такого никогда не видели. И он нас запомнил. Я говорю, вы знаете, у меня вопрос, а где, извините, наше мнение из онкоцентра? Он говорит, а что, вы не получали? Я говорю, ну, типа, нет. Он говорит, хорошо, я выясню, извините, так не должно было случиться, я выясню. И действительно, через там 2 или 3 дня он прислал нам заключение онкоцентра, в котором было написано, это я узнала в следующем мае, что по обследованиям нет однозначных результатов, но необходимы срочные дальнейшие исследования. Ну, как вы понимаете, из-за того, что получилась такая катавасия, и мы этого не знали, срочных исследований не произошло. И это была вторая ошибка, которую мы совершили. И второй урок, который мы извлекли, и я говорю вам, потому что если бы нам кто-то сказал это в свое время, вот эти вещи, нам бы стало намного легче. Значит, еще важный очень момент.
сама по себе биопсия, ее все боятся как процедуру, потому что, ну, неприятно, когда тебе на самом деле это делается как толстую иголку, тебя вгоняют внутрь и берут образец ткани из того места, где у тебя кроется болезнь. И все боятся самой процедуры. И почему-то нигде не говорится о том, что после процедуры могут быть боли. Вот на самом деле сама процедура не болезненная была даже в состоянии у Вани, потому что, почему я говорю даже, потому что у него очень высокий был показатель воспаления. А когда в воспаленную ткань тыкают иголкой, это больно. Но ему сделали местную анестезию, и он практически ничего не почувствовал. И в связи с тем, что нам не предложили никакого обезболивающего, мы были уверены, что это, ну, как бы нормально. То есть я не слышала никогда о том, что биопсия может вызывать боль. И мы приходим домой. В этот день у Вани еще все нормально. И потом у него начинаются очень сильные боли в спине, очень сильные боли в ноге. Он не может спать, он не может ходить. Мы, помню, пытались, я говорю, Вань, давай попробуем. Иногда бывает, расхаживается нога. Попытались пойти с Джеком, не смогли, вернулись очень через 100 метров. А Ваня вернулся домой, я пошла одна. Вот тогда поздно гуляли, уже Лаца спал. И так, этой боли на следующий день я позвонила нашему знакомому врачу. Он сказал, да, действительно, вообще у него там воспалительное, там укололи, конечно, может быть больно. Ну, попробуйте там ибупрофен. Попробуйте там, я не знаю, что еще у нас от температуры-то, которую забыла я сейчас, парацетамол. Вот, попробуйте что-то из этого. Попробовали, ну, как слону дробинка, вообще ничего. И потом уже врач выписал нам обезболивающее, которое в тот момент тоже не особо помогло, но через некоторое время стало становиться легче. И потом, когда я уже разговаривала с другими врачами, мне сказали, что да, после биопсии нормально, что у человека может болеть, но в конце концов ему таки иголку запихивают в то место, которое болит, где болезнь. Поэтому после этого бывают очень большие боли. Если бы мы об этом знали, безусловно, мы бы сразу попросили у врача рецепт на сильное обезболивающее, потому что во всех странах сильное обезболивающее, это я не говорю о наркотиках, а просто о сильных обезболивающих, на них на все нужен обязательно рецепт. И мы, опять же, не думая, то есть, ну, когда ты приходишь и отдаешь себя в руки врачу, ты подразумеваешь, что врач о тебе позаботится. То есть он скажет, слушай, вот у нас, например, зубной врач, мы идем, он говорит, у вас могут сегодня начаться боли, вот вам рецепт, вот вам сейчас с собой 2 таблетки, это всегда так делают в клинике, где мы лечим зубы, и вы тогда выпейте, если надо, пропейте прям курсом болеутоляющий. Это нормально, если у вас заболит. Тут не было сказано ничего. Я не хочу судить доктора. Я думаю, что, знаете, вот здесь, как всегда, когда для человека какая-то операция становится рутинной, для него больной в какой-то степени все равно превращается уже не в человека, а в какую-то единицу, и он озабочен тем, чтобы сделать напрямую свою работу хорошо. Он ее делает, но о последствиях он уже не думает. Вы знаете, не только с врачами такое происходит. Как часто тебя стрижет парикмахер, делает укладку, ты выходишь, и через 5 минут первый ветерок твою всю красивую прическу просто уничтожает. Поэтому, например, я, какая бы ни была у меня прическа, но моя держится всегда дольше, потому что я знаю, сколько лака нужно, как нужно уложить, чтобы она продержалась весь день. Парикмахер, который профессионал, теоретически должен это знать лучше меня, почему-то так не делает. То есть не только врачам это свойственно. И я знаю очень хороших парикмахеров, которые, тем не менее, вот укладку такую перманентную делают не очень. Имеется в виду вот укладку не в смысле химию, а вот обычную укладку они делают, не так ее фиксируют, как надо было бы. Но при этом они остаются хорошими парикмахерами. Та же самая история с врачом. То есть я думаю, что действительно врач-патолог очень хороший. И в дальнейшем, кстати, наши анализы по биопсии это подтвердили. Поэтому я просто говорю, что это то, о чем вы должны позаботиться, если поведете своего близкого на биопсию, если, не дай бог, с вами такое произойдет. То есть сразу просите рецепт на обезболивающее, говорите, что у вас всегда все болит, и вы боитесь боли. На худой конец вы просто не используете этот препарат, но чтобы он у вас был. Вот. Дальше. То, что для нас тоже оказалось необычным, и то, что нам никто не сказал, это то, что
биопсия далеко не всегда дает стопроцентный результат. Ну, потому что, когда ты в нормальной ситуации живешь, ты думаешь, ну, вот у тебя что-то нашли, взяли биопсию, оно показало, что там злокачественное, не злокачественное, соответственно, это приговор или не приговор. И, ну, когда тебе сделали биопсию и ничего не определили, вот как в нашем случае, опухоль неизвестного происхождения, то это как бы, можно сказать, финальная версия истории. Как думали мы. Опять же, если бы нам сказали, что в любом случае биопсия никогда не является стопроцентной гарантией ни хорошего, ни плохого, но чаще всего мы говорим про плохое, потому что если совсем нет никаких клеток нехороших, то у вас придет полностью негативный результат, и там уже бояться, наверное, не нужно. Но когда у вас есть какие-то вопросы, то есть какие-то клетки, которые не очень понравились там врачам, какая-то жидкость, которая там не должна быть, то биопсия далеко не всегда дает стопроцентный результат. Почему? Потому что, как выяснилось, есть такие опухоли, из которых очень сложно взять биопсию, потому что она расположена так, что за нее вот ухватиться и ее проколоть невозможно. То есть ты можешь проколоть, как мне вот мой знакомый врач-онколог рассказал, можешь проколоть эту опухоль по краю. И по краю у нее может быть совершенно другая ткань, чем внутри. То есть снаружи может быть показатель там какой-нибудь средненький, а внутри, например, плохой. Это первое. Второе. Во время биопсии берется очень маленький кусочек ткани. То есть представьте себе, у вас какая-то, если опухоль сама маленькая, то и ладно. А когда опухоль больше, а у вас берут всего-то маленький кусочек, то опухоль может быть неоднородной. В ней могут быть полости, в ней могут быть жидкостные какие-то некротические элементы и прочее. И во всех этих случаях результат, вот если взяли из некротической области, то будет один результат, там, где жидкость, другой результат, там, где какая-то целая ткань, другой результат. То есть всегда в идеале говорят, что стопроцентный результат дает только, когда опухоль удаляет целиком, ее целиком проверяют, и когда выясняется, что там ничего нет, только тогда можно сказать, что у человека все нормально. То есть вот это вот тот момент, который важно знать, потому что это сохраняет очень нервы. Даже если вам говорят не очень хороший результат, то рано себя закапывать или своего близкого закапывать в ближайшую могилу сразу. Нужно, как та лягушка, которая сбила ногами масло и выплыла, нужно ногами калашматить до последнего момента. То есть не пугаться. Вернее как, не пугаться не получится. Но просто нужно понимать, что биопсия – это только один шаг в постановке диагноза. Как правило, таких шагов много. И есть очень много, кстати, толкований. И вот здесь мы приходим к следующему. Сейчас я посчитаю, у меня здесь написано, да, это 5-й у нас уже урок, который мы извлекли из нашей такой эпопеи, с первой нашей биопсии. Это то, что в любом случае всегда нужно брать второе мнение. Или третье даже мнение. Никогда мнение одного человека не считать стопроцентной истиной. Понятно, что человеку не хочется таскаться по онкологам, не хочется своего больного ближнего травмировать еще и больше. Но дело все в том, что у вашего близкого есть только одна жизнь. И каждый врач – это человек, у которого могут быть плохие дни, у которого может быть, извините, похмелье со вчерашнего дня, у которого может быть просто плохое настроение, может быть, он просто не очень хороший специалист. А бывает, хороший специалист делает какие-то дурацкие ошибки. Давайте каждый из нас вспомнит себя. Вот пословица «на каждую старуху бывает проруха» – это прям ровно про это. Как бы там ни было, идите, значит, насколько я понимаю, во многих странах делается следующее. Когда вы сдаете материал на биопсию, этот материал никто никогда не выбрасывает. То есть сами образцы сохраняются. И данные о проведении экспертизы тоже сохраняются. То есть совершенно не обязательно для получения второго мнения брать биопсию еще раз. Хотя, кстати, не повредит периодически. В том случае, если вам дадут обезболивающие и так далее. Потому что возможно не делать биопсию, но просто запросить, пойти к другому специалисту и официальным путем запросить материалы исследований у той клиники, в которой вы сдавали анализ. И это все там
достаточно серьезно фиксируется, особенно все, что касается онкологии, потому что это такая тема, которая хорошо финансируется, которые очень активно занимаются. У этого есть самые разработанные протоколы, ну, не самые, но одни из самых наилучших протоколов по этому поводу. То есть вы можете и должны делать второе мнение. Это дело все в том, что это очень сильно зависит от врача, к которому вы попадете, потому что, к сожалению, есть врачи, которые воспринимают ваше желание получить второе мнение как личное оскорбление. Вы знаете, на это не нужно обращать внимание. Например, когда мы были, опять же, забегая вперед, в Германии, там это естественный процесс, там в любом случае, после любой биопсии, даже самая сильная клиника запрашивает второе мнение другой, еще более сильной клиники, потому что они считают, что их мнение не является релевантным до тех пор, пока оно не было подтверждено другими специалистами. Вот мне кажется, профессиональный подход именно этот. А если на вас обиделся ваш онколог, знаете, нужно просто говорить, что это жизнь моего близкого, или там моя жизнь, жизнь моего ребенка. Поэтому, извините, мы будем, не потому что мы вам не верим, но мы считаем, что лучше перестраховаться и просто-напросто брать это второе мнение. Вот. И еще очень важный момент, который я бы сказала, шестой урок, то есть мы дошли до 6-го урока. Я это прошла на собственном опыте. К тому моменту, когда мы у Вани стали находить вот эти вещи, я практически не использовала искусственный интеллект. То есть я знала, что есть чат GPT, я знала, что дети очень здорово используют чат GPT для написания сочинений, для решения задач, но для меня это было как бы вот, ну, одна из примочек, интернет-примочек, которые не факт, что мне когда-то пригодятся. И вот только с начала болезни Вани я стала использовать искусственный интеллект, конкретно я использую чат GPT для комментариев, для того, чтобы мне оно объясняло результаты анализов. Потому что, как я вам уже говорила, все на латыни, либо на венгерском, вот в моем случае на венгерском медицинском, который я не понимаю. И для меня просто как на китайском это все было. И мне хотелось понять, в чем дело, плюс я хотела дать эти варианты, эти результаты анализов разным врачам, то есть перевести это на русский, на английский и так далее. И нужно сказать, что я никогда, ни единого момента не пожалела, что я начала использовать искусственный интеллект. Единственное, что важно, что для этого нужно использовать платный тариф. Причем, если есть некоторые разные варианты, то использовать даже более дорогой тариф. Ну, не самый, потому что там самый дорогой действительно очень дорогой, а какой-то средний тариф вы можете использовать. Дело все в том, что любой врач анализирует данные только те, которые знает он. Искусственный интеллект обладает знаниями, которые внесено туда всем человечеством. То есть сейчас интернет уже действительно мировая сеть, мировая паутина, в которую загружено огромное количество знаний, и все случаи там необычных каких-то болезней, они там зафиксированы и посчитаны, и все это выдается за какие-то минуты. Единственное, что я вам сразу могу сказать, что поначалу будет сложно, потому что в нашем случае все документы выдавались в виде фотографии. Фотографию чат GPT считывает очень плохо. Ну, сейчас, на тот момент, который я говорю, сейчас у нас июль 2026 года, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео. Безусловно, с каждым месяцем искусственный интеллект становится все лучше и лучше. Но вот до сих пор я могу сказать, что если вы загружаете фотографию, то чаще всего искусственный интеллект вас попросит эту фотографию перезапомнить в формат PDF. Но даже с формата PDF не всегда хорошо считывается информация. И самое неприятное, что в этой ситуации искусственный интеллект начинает привирать. Вот я совершенно случайно несколько раз увидела просто несоответствие. Вдруг там появлялась фраза «больной за последние 2 месяца похудел на 12 килограмм». У нас такого не было, и я думаю, боже мой, откуда это? Я задавала вопрос, он говорит, да, извини, вот там типа я что-то там не так сделал. И в общем, что делала я?
по всем анализам, потому что они нам все предоставлялись в формате фотографии из файла. У меня не было доступа к файлу больницы. Они работают совершенно в другой системе, не в Word, у них там свои дела. Я просто вручную вносила весь текст. Вот у меня приходили анализы крови, я вручную давала все цифры. Вот это вот заключение, которое мне выдавалось, заключение там было где-то 1 страница, где-то 2 страницы, где-то 3 страницы, я вручную переносила сама, путаясь в этих терминах, специально читая там, я не знаю, чуть ли не под лупой, потому что там можно действительно ошибиться, эти латинские слова, они сложные достаточно. Я вносила так, потому что тогда я обеспечивала гарантированно хороший результат. И сначала я вносила просто данные, а потом просила чат GPT их проанализировать. И после этого задавала вопросы. То есть нужно понимать, что не просто проанализировать, нужно задавать дальнейшие вопросы каким образом. А что может значить вот это отклонение от нормы? О чем мы здесь говорим? Можем ли мы здесь сделать какие-то предположения? Какие могут быть варианты? Какие могут быть опухоли в этой области? Вот в нашем случае, да? Такой высокий показатель воспаления. Что может означать? Нормально ли это там при онкологии? При каких ситуациях вообще вот это возможно? И опять же, забегая вперед, я могу сказать, что за все время моего лечения Вани чат GPT не ошибся ни разу. К сожалению, я не могу сказать того же о врачах. Наша история – это свидетельство огромного количества халатного отношения, непрофессионализма врачей, нежелания их смотреть в корень проблемы и желание их спихнуть в себя ответственность за пациента на кого-нибудь другого, потому что это пациент молодой, и с ним слишком рискованно работать. То есть я буду об этом рассказывать в своих следующих выпусках, потому что это у нас так получился слишком длинным. Самое главное, вот я вам рассказала вот эти 6 уроков, 6 вещей, которые вам важно знать. Очень важно понять, что когда у вас заболевает близкий, будь то это муж, жена, мама, папа, ребенок, особенно ребенок, конечно, для любого из нас тяжело. Я не знаю, может быть, существует какая-то золотая великолепная страна в мире, где вы можете просто с чистой совестью отдать ребенка врачам и быть уверенными в том, что врачи будут лечить его правильно. К сожалению, у нас это не так. Это не так ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции, судя по тому, что я слышала, и я много чего перечитала за все это время. К сожалению, это не так нигде. То есть, когда заболевает ваш близкий, вам нужно брать дело в ваши руки, не жалея времени, не жалея нервов, не жалея денег. Я понимаю, что сейчас вот то, о чем я говорила, не стоит бешеных денег. То есть, например, загрузить анализы и оплатить подписку чата GPT – это не такие деньги, чтобы сказать «нет, я этого делать не буду». Поверьте мне, что когда заболевает ваш ребенок, будут намного большие затраты, на которые вам придется рассчитывать. Но однозначно с самого начала нужно занимать активную позицию, придираться к каждой строчке, не бояться, что вас сочтут настырным, не бояться, что вас сочтут надоедливым, не бояться задавать вопросы, не бояться требовать своего, потому что в той стране, где вы попадаете к врачу, вы платите социальное страхование. Здравоохранение вашей страны содержится за счет ваших денег. Не только ваших, но и ваших тоже. То есть вы имеете полное право требовать этого. Если вы идете в частную клинику, то тем более вы платите деньги для того, чтобы вас обслуживали так, как этого хотите вы. Помните, что ни одно исследование само по себе не является приговором. Что бы вам ни говорили по этому поводу врачи, всегда боритесь до последнего, потому что бывают случаи, и я буду о них тоже говорить, когда диагнозы, даже самые страшные, как казалось бы, самые однозначные, ставятся просто-напросто неправильно, потому что не учитываются определенные данные, и данные исследования подгоняются под желаемый результат. Поэтому, друзья мои, сегодня у нас была тема биопсия. И
те вещи, которые должен знать каждый, который идет на биопсию. Пожалуйста, я надеюсь очень, что вы меня услышали, что вы сможете эти знания применить. И если хоть одному это помогло, то я считаю, что я записываю это видео не зря. Спасибо вам огромное за внимание и всего вам доброго.